На данный момент ни одна из сторон в российско-украинской войне не может претендовать на превосходство в воздухе, не говоря уже о господстве. Украина имеет хорошо выстроенную эшелонированную противовоздушную оборону с множеством западных комплексов, таких как Patriot, Iris-T, NASAMS и прочих установок, а также РЛС, включая информацию с самолетов ДРЛО в воздушном пространстве НАТО и их спутников, что позволяет обнаруживать российскую авиацию, когда она только взлетает, а также получать информацию о пусках ракет. Россия, в свою очередь, также имеет эшелонированную противовоздушную оборону, хоть и не настолько эффективную, как у Украины. Но это она компенсирует многочисленной и современной авиацией, которая к тому же позволяет создать некое превосходство в воздухе над линией фронта, хотя ценой этого являются регулярные потери воздушных бортов, которые все же залетают в зону действия украинского ПВО. Но тем не менее, их удары крылатыми и управляемыми бомбами сдерживают украинское наступление, а истребители Су-35 и Су-30 прикрывают российские вертолеты К-52, которые своими управляемыми ракетами «Вихрь» доставляют много проблем украинской бронетехнике. С этими вертолетами спокойно могли бы справиться даже украинские устаревшие истребители Су-27 и МиГ-29, но они практически бессильны против российских современных истребителей с куда лучшей авионикой и более дальнобойными и современными ракетами. Тем не менее, украинская авиация действует. Вдоль линии фронта вертолеты и штурмовики наносят удары неуправляемыми ракетами, в основном с помощью кабрирования, летя на сверхмалой высоте, резко задирая нос вверх и выстреливая ракеты по баллистической траектории. Также истребители запускают противорадиолокационные ракеты «Харм», уничтожая российское ПВО, а бомбардировщики Су-24 наносят удары недавно полученными ракетами Storm Shadow и Scalp по российскому тылу. Но теперь стало известно, что Украина получит по меньшей мере 60 истребителей F-16 от Нидерландов, Дании и Норвегии. И многие аналитики считают, что это позволит переломить ситуацию в воздухе, хотя бы на линии фронта. Но так ли это? Ведь изначально истребители F-16 даже более старые самолеты, чем те, что есть у Украины, Су-27 и МиГ-29. F-16 Fighting Falcon является самым массовым истребителем четвертого поколения, производство и совершенствование которого продолжается по сей день, и он насчитывает множество модификаций. Сейчас окончательно неизвестно, какие именно получит Украина, но это точно будут версии, прошедшие модернизацию до MLU – Middle Life Upgrade. Благодаря этой модернизации самолеты получили новый радар с дальностью обнаружения до 150 км и более быстрым процессором. Также были установлены прицельные контейнеры для использования высокоточного оружия и добавлена возможность использования ракет воздух-воздух АИМ-120. F-16 получил модем для обмена данных с другими самолетами, спутниковую связь и систему постановки помех. В итоге данные истребители F-16 самостоятельно смогут выявлять российские самолеты, такие как Су-35 и Су-30, на расстоянии до 75 км, а захватывать цель на расстоянии до 55 км, тогда как российские Су смогут выявлять F-16 с его ЕПР 1,2 квадратных метра на расстоянии до 300 км, опускать ракеты, такие как Р-37, с расстояния до 200 км. К тому же у россиян имеются самолеты ДРЛО А-50, которые будут также помогать обнаруживать украинскую авиацию. Таким образом, российские современные истребители будут все так же иметь преимущество в воздухе и запускать свои ракеты по F-16, тогда как те даже не будут видеть противника своими радарами. Единственное, что тут может помочь, это упомянутый ранее обмен данных. Если эти данные будут поступать на истребитель с натовских аваксов, позволяя захватывать цель, тогда все же некий паритет возможен, но это лишь в теории.
В сухих данных противостоять российской авиации не под своим зонтиком ПВО будет все так же сложно, если не невозможно. Тогда зачем же Украине F-16? Во-первых, данные истребители со своими все же лучшими радарами, чем у Су-27 и МиГ-29, смогут стать отличным дополнением для украинского ПВО и будут сбивать российские ракеты и БПЛА. Во-вторых, F-16 являются носителями ракет и бомб для ударов по наземным целям, такие как умные бомбы JDAM и противорадиолокационные ракеты HARM, и они смогут это делать гораздо эффективнее, чем украинские истребители. В-третьих, появление в украинском небе этих истребителей вряд ли порадует российских пилотов вертолетов, у которых нет возможности им как-то противостоять. Исходя из вышесказанного, получение Украиной самолетов F-16 вряд ли как-то сильно переломит ситуацию, и это отнюдь не оружие, меняющее правила игры. Но это отличное дополнение и расширение возможностей для обороны и нанесения ударов по захватчикам. Важный момент. В этом видео разобраны технические характеристики самолетов модификации MLU, которые, вероятно, и будут переданы. Последние же модификации F-16, такие как Block 70, не уступают современным российским самолетам, а в некотором плане и превосходят. И если будут переданы они, это будет другая история. Спасибо за просмотр и, как всегда, буду благодарен вашей поддержке видео лайками, комментариями, подпиской, и делитесь с ним в своих социальных сетях, а также поддерживайте канал финансово на Патреоне и становясь спонсором на YouTube.